Привет! Канал про кино снова с тобой. Осень – идеальное время, чтобы укутаться в плед, налить себе чай и погрузиться в мир хороших сериалов. В этом ролике вас ждут острые драмы, умные комедии, шпионские игры и добрые истории о людях, которые не сдаются. Я выбрал самое интересное, чтобы вам осталось только включить и смотреть. Готовы? Тогда новый сезон начинается прямо сейчас. Утреннее шоу снова возвращает нас в мир телевидения, где новости – это лишь фасад, а настоящие битвы идут за власть, влияние и эфирное время. После слияния телеканалов герои оказываются в новых ролях и под новым давлением. Интриг здесь предостаточно. Корпоративные игры, цифровые манипуляции и вечный вопрос, кто контролирует правду. Дженнифер Энистон снова блистает как Алекс Леви, сильная, но уставшая от постоянной войны за репутацию. Риз Уизерспун в роли Брэдли Джексон все так же напористо и идет напролом. А Билли Крудап, обладатель Эмми, остается самым обаятельным манипулятором на экране. Рейтинги говорят сами за себя. IMDb 8,1 балла, Rotten Tomatoes около 70%. Критики отмечают мощную актерскую игру и актуальные темы, но жалуются, сюжетов слишком много. Тем не менее, это все еще одно из самых умных и стильных шоу о современном медиамире, с острыми диалогами и яркими характерами. Так что, если любите сериалы про власть, амбиции и немного драмы за чашкой утреннего кофе, 4-й сезон утреннего шоу точно стоит включить. После мощного возвращения утреннего шоу время заглянуть в мир, где герои носят плащи и тайны. Нас настиг второй сезон «Поколение Ви», спин-оффа сериала «Пацаны», где супергерои не спасатели, а социальный эксперимент. После событий с пацанами университет превращается из престижной школы в тренировочную базу. Главные герои возвращаются с травмами и пытаются понять, на чьей они стороне. Мир становится темнее, правила жестче, а понятие «герой» уже не такое однозначное. Актеры. Джаз Синклер, все та же Мари Моро, теперь сильнее и опаснее. Мэдди Филлипс. Кейт умеет управлять сознанием, и это звучит так же страшно, как и выглядит. Лиззи Бродвей возвращается как Эмма, супергероиня микроформата, но с большим сердцем. А Джордан Ли в исполнении двух актеров – символ внутреннего раздвоения и смелости быть собой. Критики на Rotten Tomatoes дают проекту 91%. Отмечают, что стало глубже и умнее, но все еще с фирменной жестокостью и сатирой. Второй сезон сериала «Поколение Ви» – это не про суперсилу, а про выбор. Если вам нравится циничный и острый мир, смотреть точно стоит. А теперь время криминала, харизмы и старой школы. Двайт Минфреди, бывший нью-йоркский мафиози, который после 25 лет тюрьмы строит новую жизнь в самом сердце Оклахомы. Теперь он не просто выживает, он создает империю. Но чем выше поднимаешься, тем больше тех, кто хочет тебя столкнуть вниз. Сильвестр Сталлоне, все тот же легендарный Рокки и Рэмбо, только теперь с сигарой и в костюме мафиози. Андреа Сэвидж добавляет сериалу легкости, а Мартин Старр, бывший айтишник из сериала «Кремниевая долина», неожиданно органичен в гангстерском мире. Рейтинги уверенные, почти 8 на IMDb, хорошие отзывы на Rotten Tomatoes. Сталлоне красавчик. Есть харизма, юмор, энергия и немного старой школы. Король Талсы – это история о человеке, который не сдается, даже когда весь мир уже другой. Это история про власть, принципы и умение держать удар. Если хочется криминальной драмы с характером и чуть-чуть самоиронии, включайте. В Талсе теперь есть свой король. Ну что, «Медленные лошади» снова на свободе. 5-й сезон уже здесь. Шпионский сериал, где герои не гладкие профи, а усталые неудачники из Ми-5, которых отправили в ссылку в отдел «Медленные лошади». Но, как обычно, именно эти списанные кадры снова оказываются в центре заговора. Главный ас – оскароносный Гарри Олдман. Он снова в образе Джексона Лэмбо, гениального, циничного и абсолютно небритого шпиона. Рядом Джек Лауден, амбициозный агент Ривер Картрайт, которому все время не везет. И Кристин Скотт Томас, ледяная Диана Тавернер, воплощение бюрократического ужаса Ми-5. Рейтинг сезона 92% на Rotten Tomatoes. Критики спорят, кто-то считает его слабее прежних, но даже слабые медленные лошади все еще круче большинства шпионских сериалов. И британский юмор здесь все так же меткий. Если вам по душе умный шпионаж, без пафоса, включайте Apple TV+, и возвращайтесь туда, где даже самые медленные лошади умеют удивлять. После шпионских игр немного легкости, юмора и школьных забот. Сериал «Учитель английского» – это история о школьном преподавателе, который каждый день старается оставаться нормальным человеком в ненормальной системе. Во втором сезоне его ждут новые правила, новые конфликты и старое чувство, что школа больше похожа на мини-вселенную, где все решает не знание, а характер. Главную роль играет Брайан Джордан Альварес, он же автор сериала.
Вы могли видеть его в сериалах «Уилл и Грейс» и «Девственница Джейн». Его герой умный, немного ироничный и до боли живой. Критики хвалят сериал за умный юмор, честность и естественность. «Учитель английского» – это не просто школьная комедия, это история о людях, которые учат других, не переставая учиться сами. Это теплый, остроумный и очень человечный сериал. Так что включай, новый урок уже начался. А если душа просит уюта и человечности, самое время отправиться в Йоркшир. 6-й сезон сериала о всех созданиях, больших и малых, возвращает нас в мир, где забота о животных – это способ понять, что такое настоящая доброта. Никаких интриг и драмы, только фермы, ветеринары и теплое человеческое участие. Сюжет переносит нас к концу Второй мировой. Война почти позади, но жизнь в деревне продолжается. Пациенты, друзья, семья – все идет своим чередом, с любовью и юмором. Джеймс Хэриот в исполнении Николаса Ральфа – молодой ветеринар, который старается помочь всем. 6-й сезон о переменах. Герои взрослеют, учатся отпускать прошлое и строят будущее. Критики отмечают, стало спокойнее, но не скучно. Просто жизнь, как она есть. Если вы устали от шума и хотите немного тепла и человечности, это идеальный сериал для вечера. Добро пожаловать туда, где добро по-прежнему лечит лучше любых лекарств. На малые экраны вышел уже 3-й и заключительный сезон сериала «Билли Кид». После войны в округе Линкольн Билли снова в бегах. Его бывший друг Пэт Гарретт теперь шериф и не остановится, пока не поймает легендарного стрелка. Свобода, предательство и попытка начать жизнь заново – вот что ждет зрителей в финале. В главной роли Том Блайт, известный по «Голодным играм», «Балладе о змеях и певчих птицах». Шерифа Гарретта играет Алекс Роу. Вы могли видеть его в «Пятой волне» и сериале «Сирена». А соратника Билли Джесси Эванса исполнил Дэниел Уэббер из «Карателя» и 11-22-63. На MDB сериал стабильно держит рейтинг 7,3 балла из 10. Зрители хвалят актеров и атмосферу. Критики спорят о достоверности. Но сходятся в одном – смотреть интересно. Это история про человека, который хотел свободы, а стал легендой. Так что если любите вестерны с характером, Билли Кид вас не разочарует. И, наконец, поднимаемся в небо, где каждый день – это борьба за жизнь. В новом сезоне эта история стала серьезнее. После прошлых событий команда сталкивается с последствиями трагедии, личными потерями и новыми вызовами. Главные герои те же. Доктор Элиза Харрот в исполнении Эммы Хэмилтон, актрисы из сериалов «Тюдоры» и «Мистер Селфридж». Пит Эмерсон, которого играет Стивен Пикок, обладатель 2 премий Лоуги, и доктор Уэйн Ятис в исполнении Роба Коллинса. Сериал поражает масштабом. Закаты, пыльные дороги, настоящая австралийская глубинка. Каждая серия как отдельное приключение. Критики поставили 4 звезды из 5. Зрители отмечают реализм и душевность. А сам сериал получил премию Лоуги 2024 года как лучший драматический проект. Так что если хочется чего-то настоящего и трогательного, включайте «Королевскую службу летающих врачей» сезон 3. Здесь спасает не только жизни, но и веру в человечность. Осенние премьеры доказали, сериалы умеют быть не просто развлечением, а настоящим искусством. Здесь и драма, и ирония, и тепло человеческих историй. Каждый проект – отражение времени, настроения и наших с вами эмоций. Так что выбирайте, что ближе вашему сердцу. Всем пока-пока, услышимся!